Всем привет! Сегодня мы приехали в город Краков. Мы сейчас находимся недалеко от центрального вокзала. Краков Главный. Это сразу и вокзал, и большой торговый центр галерея Краковская. В общем, здесь очень классно сделан вокзал и объединен со всем. Сюда доехать из аэропорта всего 18 минут. Едет прямой поезд. Правда, сейчас там ремонт, и он ездит раз в час. Так что, если вы прилетите в Краков, то садитесь на поезд и приезжайте сюда на главный вокзал. Отсюда можно пешком дойти в старый центр, ну и это дальше мы все покажем. Мы не совсем туристы, потому что мы прожили в Кракове 1,5 года, даже больше, и поэтому этот город для нас особенный. Мы его будем снимать с точки зрения почти что местных людей. И мы решили устроить в этот раз такой гастротур, потому что здесь очень вкусно и недорого кормят. И мы вам будем показывать, где и что можно съесть здесь, в этом прекрасном месте. А еще мы выучили польский, поэтому для тех, кто нас смотрит из Польши, cześć Polacy, będziemy pokazywać Kraków, jak my... Любимые знамы. Так. Итак, мы в районе Казимеш или Казимеш. Раньше, до Второй мировой войны, это был еврейский район. Здесь очень много, немного, но просто несколько синагог, еврейское кладбище. А сейчас это очень тусовочное место, очень туристическое место. Много ресторанов, очень классных кофеин, бары немножко в другом месте, но вот на поесть это вам в Казимеше. Мы, соответственно, начинаем наш день с завтрака в одном из ресторанов. Приятные улочки, где здесь маленькие уютные отельчики. А вот здесь небольшой фудкорт, где можно поесть фудтраков и разных таких интересных разнообразных заведений, разную еду поесть. Но пока оно сейчас все закрыто, потому что еще рано. В общем, подзабыли мы немножко название. Момент называется. Да, сейчас идем внутрь и покажем вам, сколько там разных завтраков на выбор. Вот мы выбираем, тут очень много их разных, они все до часу дня. И тут цена 22 евро, 22 злотых. А если переводить в евро, то делить на 4, где-то около 6 евро. Я, может быть, буду śniadanie энергетичное. Bardzo mi podoba. Итак, товарищи, нам принесли наши завтраки. Мой английский, Димонов энергетический с авокадо и лососем. Вот сам Димон. Он очень доволен, потому что за 5 евро он получает не только вкусный завтрак, очень разнообразный и красиво поданный, но еще и кофе приличный, сюда же включенный. Это просто чудеса. Все, смачного. Немножко мы подумали над планом наших действий и решили показать по ходу пьесы 3 площади местных. 2 из них в Казимеже и одна уже в другом районе, который называется Подгуже, то есть под горой, это за рекой. Плац Новый — это такое тоже место, где по кругу рестораны, бары и все такое, а в середине очень знаменательное с едовой точки зрения место, а именно место изготовления запеканок. Есть мы, конечно, сейчас не будем. Да, в общем, это уже прям начинается плац Новый. Тут, такая история, что днем здесь достаточно тихо и спокойно ходят какие-то организованные туристические группы, а на самом деле здесь все начинается вечером, когда здесь начинают гудеть всякие бары, рестораны. Вон по центру там готовят запеканки. Может быть, мы сюда еще придем вечером, когда здесь будет тусовка. Вот тут вот делают запеканки, какие хочешь. И так по кругу каждое место делает запеканки. Запеканка — это такая типа из полбатона и начинки как в пицце разные. Мы потом покажем. Вишню продают, антиквариат. Есть классные пластинки. Можно купить крутые пластинки, значки. В общем, что хочешь. А по вечерам здесь бары, например, вот здесь Энтропия на одной стороне бар, это Алхимия. Здесь обычно очень брутальный бар, потому что там всегда выключен свет и все пьют при свечах. Очень круто это. Ну и так далее. Здесь очень много всяких заведений, хотя стали, смотрите, реставрировать дома. Как мы уже раньше говорили, этот район Казимеш, это был еврейский район. Вот есть табличка «Трасса забытков жидовских». То есть жиды – это
никакое не оскорбление в польском языке, просто в еврей. А сейчас мы пойдем в сторону плац-Вольницы, потому что там есть очень вкусное мороженое. Еще одна точка. Такие тут дворы классные, с каштанами. Куча туристов, конечно, ходит здесь. По вечерам туристов меньше, потому что они уже растекаются по ресторанам. Популярная история местная — это фри-туры. То есть, Да, бесплатные туры. Находите в интернете, где они стартуют по разным темам. Они рассказывают разные темы, вы приходите и... Да, а потом собирают типа пожертвования добровольные в конце, сколько хочешь, столько дашь. А вот здесь, мне кажется, люди живут. Здесь... Да, но мне кажется, даже заходили как-то в этот подъезд, просто поинтересоваться. Так, а мы вышли, в принципе, уже на... Плац-Вольница. Да, там с той стороны какой-то музей, в котором мы никогда не были. Да, вот это вот музей, большое старое здание. Здесь на этой главной площади иногда часами малые рынки. То есть иногда делают рынки, когда люди приезжают из разных околиц, из разных регионов и привозят свои продукты и продают. Вот здесь много маленьких таких милых кофеин. Вот это вот, например, Урса Мейер, это место крафтового пива. Вот здесь смотрите, сколько разных крафтовых пив. Вообще здесь много мест крафтовых пив, но мы вас потом сводим в одно место в старом городе. О, смотрите, очередь уже стоит. Маленькая. Вот это вот место наше любимое, это называется Good Loot. Здесь продают очень вкусное мороженое. Вот так вот выглядит это мороженое. У меня банан с тоффи, это то есть с карамелью британской аоли. Соленая карамель. Соленая карамель с солью гималайской. Это такой интересный вкус очень. Тут рядом с плацем Вольницей есть такое место, называется Конрад. Это магазин и как бы кафе, винный бар, короче. Можно здесь купить вино на вынос, а можно посидеть. Там очень много разных вин, разных стран. В общем, вечерами здесь очень людно и окна открыты, так приятно сидеть. Я люблю вообще эту улицу, она называется улица Мостова, потому что она ведет к мосту. А на той стороне находится ресторан, который называется «Мархевка с грошком», то есть морковка с горошком. И это место, это традиционная польская кухня, достаточно дешевое место и очень вкусное. Там есть голубцы, например. А вот тут дальше находится кафе, которое называется «Квадка», что в переводе с польского означает «пешеходный мост», через реку Висла. Сейчас мы вам покажем, какой открывается тут вид. Тут очень прикольный вид открывается. Здесь на реке стоят несколько ресторанов на баржах. Вот, например, барка — это больше такая как бар. Игра слов, типа уменьшительно-ласкательное к слову бар, барка. Но и в то же время барка — это значит по-польски, что это баржа, что-то такое. Вон на той стороне музей Тадеуша Кантера, мы потом поближе туда подойдем. Тадеуш Кантер — это такой польский театральный деятель, он писатель, ставил пьесы и экспериментировал с театром. Он был вообще... Ой, смотри, мост тут ремонтируют. Да, на той стороне ремонтируют мост, а мы сейчас идем по пешеходному мосту. Очень интересные архитектурные фигуры. Кто-то придумал сделать архитектурные фигуры, которые сбалансированы, что они шатаются, но не падают и не переворачиваются. Очень сбалансированы и висят на этом пешеходном мосту. В общем, очень прикольно. Идем на ту сторону, в район, который называется Подгужа. Сейчас мы идем по улице Надвишланска. Надвишланска — это такая улица, которая над Вислом. И здесь два дома новых построили, которых мы когда уезжали еще не было. То есть здесь впритык прям два современных здания с апартаментами. Здесь очень дорогое жилье. А мы когда первый раз приехали в Краков, мы жили вот в следующем доме, который Надвишланска 11. Мы там жили по Airbnb первый месяц, пока искали постоянное жилье. Квартиры там, конечно, маленькие, но зато апартаменты с окнами в пол. О, а это музей Тадеуша Кантера. Сейчас мы вам быстро покажем. Вот. Крикотека, так называется музей Тадеуша Кантера. Да, вот здесь видно старый дом. Творил, а сверху настроили этот гигантский музей. И внутри там, короче, большие экспозиционные залы, где очень хорошая экспозиция. Когда мы последний раз были, здесь не было никакого барбершопа, а теперь он есть. И все забукировано на сегодня и на завтра. В субботу все забукировано. У них обычно запись за 2 недели вперед. То есть, если хочешь в Кракове подстричься очень красиво и хорошо в барбершопе, то это будет стоить
тебе, во-первых, 60 злотых, а во-вторых, еще один гудлут, они расширяют свой бизнес. Здесь меньше народу, потому что все-таки плац Вольница больше пользуется популярностью, но хотя люди берут мороженое. Еще одно место поклонения наше. Мы ходим по улицам Подгужа, знакомым давно, и это пицца чили-чили. Мы, правда, не в самой пиццерии ели, а себе заказывали домой, и это одна из лучших пицц, которые я пробовала, очень классная. Если идти прямо от пешеходного моста, можно прям сразу выйти на центральную площадь нашего бывшего района Подгужа. Это здесь собор, очень красивая площадь, и даже сейчас она очень приятная к посещению. Подгужа — это наша улюбленная околица, мешкали мы тут. Короткий сюжет про ложных друзей-переводчика. Дом уроды, по-польски это дом красоты. Третья площадь на сегодня. Это площадь тоже в Подгуже. Нет, уже получается четвертая площадь. Площадь героев гетто. Богатыров гетто. Так называется, потому что здесь во время Второй мировой войны было знаменитое краковское гетто. Сюда согнали всех евреев из района Казимиш, который находится через реку. Трамваи здесь по истории проходили мимо, они даже здесь не делали остановки. Грустный монумент такой, да. И, в общем, а мы жили вот в том доме, в сереньком. Сейчас его загораживает немножко трамвай. Ну что, мешкали мы тутай. В тем дому. В тем дому, 1,5 року. Ну, в общем, двор тут очень милый внутренний, с таким обилием цветов. Да, и очень ностальжи. И очень тихий. Все, идем дальше. И посмотрите, какие у них тут классные парадные. То есть здесь прям стеклянные двери большие с эхом. И мы прям выходим на шумную улицу, а там так тихо. Все, сейчас садимся на трамвай и едем в центр. Мы приехали на улицу Любич, это недалеко от центрального вокзала. На этой улице находился мой старый офис. Сейчас я покажу, где я работал. Старый центр мы сегодня показывать не будем, мы, наверное, в него пойдем завтра. Кстати, вот на этой улице находится известный бровар Любич. Бровар — это пивоварня. И вот здесь во дворе этого дома как раз и находится большой ресторан, пивная. Они здесь варят свое пиво. А теперь здесь очень новые современные офисы и дома. А вот в этом здании это бывшая котельная на территории бровара Любич. В ней как раз сейчас располагается офис компании, в которой я раньше работал. Компания называется Yggdrasil или Yggdrasil Польска. Сейчас, может быть, зайдем, поздороваемся со всеми. Вот здесь такие 2 этажа, и внизу там люди сидят. Мы сейчас пойдем посмотрим другой офис. Aha, z Pinacolada to jedna z gier, której Denis robił, tak? I ktoś jeszcze... Możliwe, no chyba Denis. No, to Yggdrasil Basement, taka zona rekreacyjna. Tutaj można odpoczywać. W pokoju popracować. Tak, tak. Cześć Paweł. Hello. Jak tam? Dobrze. Bardzo fajnie, że nas odwiedzasz. Tak, i robię teraz filmik, żeby nie wiem, moi rodzice oglądali i wszyscy, kto jest podpisany na mój kanał. Aha, fajnie. Reklamuję Yggdrasil Polska. Это такая файная фирма в Кракове. Вот это вот логотип фирмы Yggdrasil, в которой я работал. Они вот здесь сидят в здании, в котором есть венгерское посольство. В общем, здесь такой приятный район, здесь построили современные апартаменты. Сейчас я встречусь с другом и потом пойдем гулять дальше. После обеденного сна мы выдвинулись в сторону старого Клепажа. Старый Клепаж — это такой район, и там есть рынок. И мы пойдем не на рынок, а пойдем в кафешку ужинать. Называется Ориенталиш Спун. Вот это вот рынок такой между домов находится. А мы идем вот в это место Ориенталиш Спун. Так, вот наша еда. Наша еда выглядит вот так. Это Очень- бибимбап. То есть Очень ЗОЖ.
То есть это... То есть здесь рис, а сверху риса что-то другое кладется. Но обычно это подается в таких круглых чашках, чтобы потом это перемешивать. Но так как здесь не рис, а на вынос такие берут обычно, то здесь надо перемешивать в этой штучке. И сверху риса не так много всего лежит. И мне очень аутентичный соус нравится. Гочуянг называется. Вот он прям натуральный такой, как в Корее. Да, и мы сейчас только что видели, как здесь местный кореец ел. Ну, то есть это значит место приближено к настоящему, если настоящие представители культуры заходят. Да, еще хотел сказать, что надо это все вот так вывалить, его перемешать. Здесь содержится 7 разных всяких овощей, можно их перемешивать с мясом и рисом, чтобы они поострее стали. И очень сбалансированная еда должна быть. Корейцы очень любят сбалансированную еду. Овощи, мясо, рис. И немножко риса, да. И острый соус. Вот. Приятно. Цена 22 злотых за такой набор. Да, в общем, везде цена примерно одинаковая. За прием пищи. Так, а мы идем навстречу с нашим приятелем местным. И идем мы по такому замечательному парку, который называется Планты. Вот наша цель на сегодня. Финалочка. Это... Как называется площадь? Плац Щепанский. Щепанский. Вот тут даже с фонтанами, если их видно. Вот, короче, место называется Баня Лука. По-польски баня это значит шот водки. То есть это рюмка водки. Привет, Влад. Привет. Классно, что мы встретились. Это мой коллега с працы. То есть мы вместе с ним работали в Yggdrasil. Короче, классно, что встретились. Сейчас пойдем в какое-нибудь другое место. Здесь потому что нет пшеничного пива. Да, я очень расстроен. Это, кстати, одно из самых дешевых мест. Здесь ты можешь за евро взять почти любой алкоголь. О, Поэтому это оно классно. очень популярно среди местного населения, среди туристов также. Ну да, 4,5 злотых это очень дешево. Ты давно уже живешь в Кракове, да? 7 лет. 7 лет. Ты заканчивал университет здесь? Да. И как тебе нравится здесь? Да, очень. Скажи, почему тебе нравится здесь? Ну вот В 3 словах. в 3 словах, да. Пожалуйста. Люди, инфраструктура, зарплаты. О, в Кракове выше зарплаты, чем в Варшаве? Ну, не знаю, смотря где. В банковской сфере может быть. В Но в общем, IT нормально, да? Платят. Да, не жалуйся. Хорошо. идем дальше тусить, да? Да, Всё. более приличные места. Так, мы пришли в район, который называется Дольных Млынов. Это такая улица, где раньше была старая то ли мельница, то ли табачная фабрика. Короче, здесь старые заводские помещения, которые уже непригодны для жизни, и никто их не отремонтировал, но на первых этажах и в зданиях Можно все еще. сделали кучу ресторанов, клубов, баров, кофеин и разных других клевых мест. Здесь есть рестораны крафтового пива, постоянно здесь тусня идет и гудение. Очень круто, такое хипстерское место. Вот здесь такой бар, и тут все пиво в ряд в таблицу, их 25 штук. Вот я взял вот такой вот стаут, это темное пиво, оно стоило, сколько оно стоило? 11 злотых за такой бокал. В общем, в Кракове весело, приезжайте в Краков. Давай так.